Здравствуйте, с вами в студии Марго Гонтар, и вы смотрите Stop Fake News, 17-й еженедельный выпуск опровержения неправдивых новостей о событиях в Украине. В этом выпуске вы услышите о том, что Порубий не давал указания устраивать диверсию против России, о том, что процесс приема еврейских мигрантов в Германию из Украины остался без изменений и что во Львове никто не спиливал березы. 3 июля на сайте российского информационного агентства ИТАР-ТАСС появилась новость о том, что якобы ICAO, Международная организация гражданской авиации, оставила воздушную зону над Крымом за Россией. Агентство ссылается на представителя в Минтрансе РФ. Эта информация мгновенно разлетелась по новостным лентам и соцсетям. 4 июля глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк встретился с генеральным секретарем ICAO Раймондом Бенджамином и руководителем европейского филиала Луисом Алмейдой. Они опровергли информацию российских СМИ касательно поддержки организации принадлежности России воздушного пространства над Крымом и подтвердили позицию ICAO. Крым – часть Украины. Зона Черного моря делегирована Украине и за ней остается. Об этом Денис Антонюк сообщил на своей странице в Фейсбуке. Новость об этой встрече появилась на сайте Министерства инфраструктуры Украины. Полетами над Крымом и его территориальными водами управляет Украина, сообщил пресс-секретарь организации Энтони Филбин на запрос журналистов Хабс. После опровержения информации представителями ICAO 4 июля на сайте ИТАР-ТАСС появилась новость о том, что Москва и Киев по-разному оценили позицию ICAO по полетам над Крымом. В интернете массово распространяются фотографии из письма секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Порубия председателю пограничной службы Украины Николаю Литвину от 28 мая. В этом письме с грифом «Секретно» Порубий якобы просит Литвина инсценировать вооруженное столкновение с боевиками в пограничных районах, во время которого захватить у них оружие российского производства для дискредитации РФ перед мировой общественностью. Сюжет об этом, в частности, 1 июля показал канал «Россия-24» в программе «Вести». Россию собирались обвинить в поставках оружия ополченцам Юго-Востока Украины. Информация попала в прессу и службы безопасности Украины. В документе, который подписал руководитель СБУ Андрей Порубий, обозначены планы провокации на территории Донецкой и Луганской областей. Бумага адресована генералу армии Украины Николаю Литвину. В ней подробно объясняется, как украинские пограничники должны инсценировать захват якобы российского оружия у ополченцев. При этом военные будут вести видеосъемку, чтобы передать ее по каналам МИДа, ВООН и ОБСЕ. Кроме того, в документе говорится о переброске на юго-восток новых подразделений Нацгвардии и дополнительных отрядов правого сектора. Подкрепления собирались отправить в ближайшие 2 недели. В сюжете канал сослался на публикацию на сайте проекта Ukraina.ru. Этим проектом руководит украинская журналистка Алена Березовская, которая считается фавориткой бежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича. При этом Ukraina.ru, а за ней и Вести, называют Порубия руководителем СБУ и утверждают, что именно из СБУ документ попал в прессу и сейчас сорвет планы спецслужб. Учитывая тот факт, что Порубий никогда не руководил СБУ, такое утверждение уже является весьма сомнительным. На самом деле документ – подделка. Кроме многочисленных русизмов и грамматических ошибок в тексте, об этом свидетельствует подпись Порубия. Она была вырезана из документа, которым Порубий и еще ряд других политиков еще во время событий на Майдане в январе гарантировали силовикам безопасность в случае перехода на сторону народа. 26 июня одно из крупнейших мировых информагентств Associated Press сообщило, что немецкое правительство упростило условия миграции для евреев из Украины из-за сообщений об участившихся случаях антисемитизма с момента начала кризиса. Эта новость была массово растиражирована многими как мировыми, так и украинскими и российскими СМИ. Однако ни на сайте правительства Германии, ни в публичных выступлениях его представителей такого сообщения не было. В связи с этим StopFake обратился в пресс-службу немецкого представительства с просьбой подтвердить или опровергнуть сообщение Associated Press. В ответ мы получили письмо от представителя Министерства внутренних дел Германии Гарольда Нейманса. Он сообщил, что согласно сообщению Министерства иностранных дел на данный момент нет никакого общего увеличения антисемитских настроений в Украине. Периодические случаи усиления хулиганства затрагивают все население Украины, а не отдельные его группы. Существующий процесс приема еврейских мигрантов из бывших советских республик за исключением прибалтийских государств, и так предполагает для евреев из Украины возможность быть принятыми в Германии. Изменение условий приема не запланировано.
соцсетях и на новостных сайтах распространяется фотография человека с автоматом, подпись под которой утверждает, что это погибший оператор российского Первого канала Анатолий Клян. Например, эта фотография была использована на сайте «Европейская Украина». Знакомьтесь, это погибший оператор Первого канала РФ Анатолий Клян. И не спрашивайте, почему вместо камеры автомат, пишет ресурс. На самом деле изображенный на фото человек является боевиком так называемой ДНР, а не журналистом. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал автор снимка Зураб Джавахадзе. Однако изначально фейк был запущен не украинскими, а российскими СМИ, точнее агентством Интерфакс, которое проиллюстрировало этой фотографией новость о гибели оператора. Позднее агентство изменило фотографию, но первоначальный вид новости можно было найти в веб-архиве. В соцсетях и на некоторых новостных сайтах распространяется фотография кассетной бомбы, которая якобы была найдена боевиками в окрестностях Донецка и которую якобы использовали украинские военные. Также это фото на своей странице в Фейсбуке использовало российское новостное агентство Регнум, дописав также слово «фотофакт». Впрочем, на самом сайте новость была опубликована без иллюстрации. На самом деле эта фотография не имеет никакого отношения к Украине. Она была сделана еще в 2006 году, 9 ноября, фотографом агентства Associated Press Мохаммедом Заатари. На фото изображена кассетная бомба, которая была использована Израилем при обстреле Ливана. В 2010 году вступил в силу запрет на использование кассетного оружия. Однако крупнейшие производители вооружения США, Россия и Китай его не признали. На новостных сайтах и блогах в последние дни массово распространяется новость о том, что львовские активисты партии «Свобода» решили вырубить в городе символические российские деревья березы для борьбы с русским влиянием на Украину. Издание приводит цитату активиста партии «Свобода» Даниила Перебейниса, который утверждает, что этого влияния в последнее время стало слишком много. На самом деле это новость выдумка украинского сайта UAReview, который специализируется на создании фейковых новостей. Об этом также написано на сайте. Новость о березах была опубликована на этом ресурсе еще в октябре 2012 года. Это были фейки, замеченные нами на прошлой неделе. Больше вы можете найти на нашем сайте stopfake.org. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Благодарим за ваш интерес и поддержку. Если вы считаете проект StopFake нужным, вы можете помочь нам. Реквизиты для перечисления средств на развитие проекта находятся на нашем сайте stopfake.org. Оставайтесь с нами.